Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить тесто для пиццы на закваске. Сразу предупреждаю, что процесс очень долгий. Тесто готовлю сегодня, у меня 6 час вечера. Пиццу буду делать завтра или послезавтра, или даже послезавтра. То есть понятно, да, что тесто это может храниться в холодильнике до 3 суток, и будет оно становиться только лучше и лучше. Поэтому, если вы хотите быстрое тесто, сегодня сделал через пару часов испек пиццу, то нужно делать тесто на дрожжах. Для тех, кто хочет рецепт пиццы на закваске, вам сюда. Итак, приступим. Вот здесь у меня вода. И вот здесь у меня закваска. Я сегодня делаю на ржаной закваске, просто потому, что она у меня лежит без дела, и мне ее нужно, использовать, активировать. Поэтому я решила использовать ржаную закваску. Я подкормила всю свою общую закваску вчера. Вот она у меня в баночке. Здесь, видите, она тоже здесь у меня пузырится. Вот это у меня пойдет в холодильник. Оттуда взяла то, что мне необходимо по рецепту, подкормила. Как и положено, рецепт оставлю вам под видео. И подождала, пока вот закваска у меня увеличится в объеме в 2 раза. Вот посмотрите, как она выглядит, воздушная, хорошая. И сейчас мы с вами будем замешивать тесто. Я замешиваю тесто, как всегда, в миксере, просто потому, что так удобно. Если у вас нет миксера, можете замешивать тесто руками. Оно не требует долгого вымешивания. Просто все смешали и все дела. Вода у меня вот здесь комнатной температуры. Добавляю туда закваску. Даже чуть больше упала. Ну, ничего страшного. На 10 грамм больше у меня закваски упало. Ничего. Так, это мне закваска еще пригодится. Посмотрите, как она плавает в воде. То есть это говорит о том, что закваска полна воздуха, что она отлично подошла и достаточно такая сильная. Сюда нужно просеять муку. Я делаю тесто на белой пшеничной муке для хлеба. У меня содержание протеина 11,5%. Если вы замешиваете тесто вручную, то закваску можете сначала размешать в воде. За меня это все сделает миксер. Мука готова. Добавляю сюда соль и 2 столовые ложечки оливкового масла. Примерно 50 миллилитров. Ой, масло просто обалденное, правда? Красивое. Осталось все перемешать до однородного комочка. Как я уже сказала, сделать это можно руками. Не забудьте периодически снимать муку и тесто со стенок. Как видите, здесь и масло у меня немножечко осталось, поэтому нужно обязательно счищать стеночки в самом начале, а потом уже все хорошо замешается, и этого делать не нужно будет. Ну вот и все. Этого вполне достаточно. Как видите, тесто достаточно жидкое. Ничего страшного. Я думаю, что в процессе растягивания и складывания теста, которое мы с вами будем делать, выработается достаточно глютена, и тесто станет немножко более упругим. Как видите, тесто достаточно жидкое. Ничего страшного. Мы с вами его будем растаивать достаточно долго. И в холодильнике, и вне холодильника. Я возьму миску, которую я слегка смазала маслом. Выложу туда тесто. Накрываем тесто крышечкой и оставляем его на полчаса. Смотрите, какое оно липкое. Как только к нему прикасаешься, оно сразу липнет. Ничего страшного. Посмотрите. В процессе растягивания и складывания оно станет намного лучше, намного более упругим. Возвращаемся через полчаса. Итак, прошло полчаса. Давайте посмотрим, как выглядит наше тесто. Сейчас мы его растянем и сложим. Посмотрите, какое оно жидкое. Его нужно
вот так приподнять и сложить конвертиком. Вот так. Смачивайте руки водой, потому что с таким тестом очень трудно работать в самом начале. Тесто рвется, как видите, очень мягкое, нежное, но совсем не эластичное. Оно сразу рвется. Забирайте снизу посильнее, сколько можете. Вот и складывайте его. Так мы с вами будем делать 3-4 раза каждые полчаса. Так, смотрите, вот я уже по второму кругу пошла, и уже тесто немножко отстает. Даже вот так вот быстро оно уже на глазах прямо меняется. Вот и все. Через полчаса сделаем точно такую же процедуру. Еще полчаса прошло. Смотрите, тесто поднимается. Поднялось, даже падает. Смотрите, сколько пузырей. Тянется, конечно, оно намного уже лучше. Консистенция тоже теста меняется. Оно более упругое. Не знаю, вам видно, смотрите, видите, пузырики уже воздуха появляются. Но оно еще, конечно, достаточно липкое. Старайтесь приподнимать прямо с самого дна миски. Вот так. О, смотрите, какое классное. Супер. Ну, липнет, еще липнет. Так, все, еще, я думаю, что еще один раз растянем, сложим, а там посмотрим, как оно будет себя вести. Так, друзья, последнее растягивание и складывание. Намного тесто более эластичное. Смотрите, хорошо тянется. Так. Вот так его складываем несколько раз по кругу. Смотрите, оно уже, когда чуть-чуть потянешь, оно прямо отходит от формы. Видите? Вот и все, друзья. Теперь я это тесто оставлю на ферментацию на кухне, не в холодильнике, на кухне примерно от 4 до 18 часов. Зависит это время от температуры в вашей кухне. Чем выше температура, тем меньше времени понадобится для того, чтобы ваше тесто увеличилось в размере примерно в 2 раза. Оптимальная температура 21 градус. У меня намного прохладней, значит, у меня уйдет чуть больше времени. Встречаемся через какое-то время. У меня сейчас 8:30 вечера. Я думаю, что мы с вами встретимся утром. Всем пока. Ну что, друзья, доброе утро всем. Хлеб мой простоял на кухне сколько? Наверное, 13 часов. Посмотрите, как выглядит тесто. И сейчас мы с вами его разделим на части и поставим в холодильник. Можно поставить его в холодильник вот так, а делить на части уже потом. Но гораздо удобнее, если вы его разделите сразу, да, поставите в холодильник, а потом будете вынимать столько теста, сколько вам нужно. Тесто хранится в холодильнике отлично, до 3 суток, даже еще и дольше. Если вы, я думаю, что вы используете это тесто за 3 дня однозначно. Так, рабочую поверхность. У меня цельнозерновая мука. Видите? Слегка присыпаю рабочую поверхность мукой. И нам понадобятся вот такие шпатели, которыми очень удобно работать с тестом. Тесто очень жидкое, ничего страшного, если оно обомнется. Посмотрите, какое оно внизу. Отлично подошло. Тихонечко выпадает, видите?
Красота. Совсем чуть-чуть прилипло. Ничего страшного. Остаточки не выбрасываем ничего. Все идет в дело. Эта миска нам еще понадобится, потому что у меня вот таких мисочек всего 3 штуки. Вот, а тесто я буду делить на 4 части. Совсем немного. Вот буквально вот так, знаете, чуть-чуть присыпать сверху. И делим тесто на 4 части. Можно тесто взвесить, конечно, если хотите. Вот так вот. Форму я слегка смазала растительным маслом. И теперь вот эти кусочки я просто округлю аккуратненько и переложу вот в эти формы для того, чтобы поставить их в холодильник. Вот так, смотрите, аккуратненько, сильно не выбивая из них воздух. Вот, тесто очень липкое, воздушное. И вот так вот сложу в эти формы. Эти формы из Икеи, кстати, они очень удобные. Если вам попадутся, возьмите. Они для салатиков очень удобные. Я, в принципе, купила их, знаете, для того, чтобы продукты в холодильник ставить. Допустим, там остатки салата, что-то вот такое. Если у вас получаются кусочки теста не одинаковые, ничего страшного в этом тоже нет. Откладу сюда обратно. Вообще зря положила, нужно было что-то поменьше взять. Сейчас положу вот в эту форму. Я думаю, что в этой будет удобнее в холодильнике хранить. Вот это тесто, это немножко переборщила с маслом, но ничего страшного. Маслом пиццу не испортишь. Вот отсюда ее выну, потому что очень большая форма, много места занимает. Все. И ставим, друзья, тесто в холодильник на как минимум 6 часов. Вот сейчас у меня почти 10. Сейчас у меня 10 часов. Вечером можно будет печь пиццу. Вот и все. Ну что, друзья, я достала тесто из холодильника. Как вам его показать? Ну, давайте вот так. Вот, посмотрите, как оно поднялось. Я надеюсь, что вам видно. Прошло 20 часов. Так. Сейчас чуть-чуть прикрыть окна. Так, ну-ка. Вот так, не знаю, вам видно лучше или хуже даже, может быть. Вот так тесто поднялось. Оно холодное, только что принесла его из холодильника. Сейчас его нужно выложить на посыпанную мукой поверхность и дать ему согреться хотя бы 1 час. Сейчас мы с вами так и сделаем. Стол я только что вымыла и вытерла. Насухо. Так. Слушайте, отлично оно отходит. Не могу сказать, что прям сильно липкое, хотя да. Посмотрим, будет оно чуть-чуть. Отлично оно, кстати, отходит. Смотрите. Вот так. Слегка его нужно отсоединить, и тесто прекрасно отходит. Вот так чуть-чуть его отделяю. И оно, ой, само выпадает, видите? Вот, чуть-чуть совсем прилипло. Так, повторюсь, 20 часов. Сейчас у меня 5 часов вечера. 20 часов простояло оно у меня в холодильнике. И, как я вам вчера сказала, до 3 суток можно хранить это тесто так в холодильнике. Вот и все. Сейчас я накрою слегка. Вот, и дам тесту постоять 1 час. Чтобы оно согрелось, еще слегка поднялось. И потом будем уже делать сами пиццы.
Ну что, друзья, давайте начнем делать пиццу. И буду я ее раскатывать на бумаге, потому что так ее будет проще выпекать. Тесто, как видите, очень жидкое. Вот. И гораздо проще, конечно, раскатывать тесто на бумаге для выпечки. У меня разогревается духовка, и в духовке стоит камень для пиццы, тоже разогревается. Я много этого мне кажется положила муки. Итальянцев попрошу отвернуться, потому что у меня пицца такая будет, знаете, вот прям вся сборная. Я не делала соус, поэтому соус у меня тоже покупной. Так что уж извините, друзья, кто любит свой собственный соус. Он очень просто делается, просто, знаете, как некогда мне сегодня было делать соус. Просто я завтра работаю, я говорю, если я оставлю эту пиццу еще на один день, то я ее точно не сделаю. Так, такую пиццу любит мой сын. Конечно, вы можете класть все, что угодно на вашей пицце, кладите на свой вкус. Я делаю так, как любит моя семья. И теперь прямо с бумагой кладем в духовку до готовности. Мы положим побольше сыра. Любит побольше сыра. Не любит много соуса, а вот сыра любит побольше. Продолжаем. Слушайте, я думала, вот знаете, смотрите, я вот думала, что намного сильнее будет липнуть тесто, друзья. Нет, шикарное тесто, очень нежное. Так, дочка любит побольше соуса. Побольше сыра. Еще водичку нужно немножечко слить. Пицца. Пицца. Так, Ирина, что ты хотела? Оливки, да, тебе положить? Я maybe rocket. Рокет? Он не сгорит? I don't want Что? maybe without pepperoni on mine. Окей, тогда я пепперони уберу. What did you put on it? Just pasta sauce. Just pasta sauce, да? So we'll do... Каперсы хочешь? Yeah. Capers, thinking of rockets. Давай рокет. What else do you want? Кстати, этот, дай, пожалуйста, мне этот орегано, Лина. Орегано. Там этот dry herbs. Хотя в соусе есть тоже орегано. Так, каперсы. Халапинос. Sure, maybe a few. Чтобы все сверху. Тебе побольше сыра или поменьше? Чуть-чуть еще. Так, все, сыр растает и будет у тебя все прижмется. Nice. Ага. Nice. Так, все.
Слушай, тесто обалденное. Я больше буду делать в следующий раз. Four pizzas. Так. Какие пузыри, обалдеть. Смотри, баночки хватает как раз на 4 пиццы. Я хочу добавить еще... Вот это я забыла. Это в соусе есть этот. Сверху же можно было этим полить, да, или маслом пиццу. А? Масло. Можно посыпать гарликом. Так, это папе нашему. Остренькую пиццу. В произвольном порядке я кладу. Готово. Так, еще одна пицца готова. Или надо это маслом не хочешь полить? Сбрызнуть просто. Хотя бы оливковым. Жанна увидит из Италии. Скажет, маслом не полили, это не полили. Жанчик, извини. А так, вкусно, Лин? У меня сейчас, говорит, такая пицца будет. Я на нее хочу вот еще эти положить. Кусочки того, кусочки всего у меня есть. Это лук карамелизированный. Сейчас пойдет все у меня сюда в расход. И колбаска, и солями. Вдруг кто-то захочет попробовать. И каперсы. Чего же ни туда, ни сюда. Надо будет попробовать с грибами сделать. Так, все. Посмотрим, что получится сейчас. Это трава.